Всем привет! Сегодня поговорим о том, как играется Battlefield 1 в 2021. Ну и сразу же давайте сделаем небольшую ремарку. В этом видео я выражаю свое, собственное субъективное мнение, и оно может не совпадать с вашим. Надеюсь, что все это понимают, и никаких лишних задачей в комментариях за этим не последует. Смотрите видео на свой страх и риск. Ну а сейчас давайте уже перейдем к игре. Игра вышла в 2016 году, соответственно ей уже 5 лет, посему давайте начнем с обертки. Не болят ли глазки, так сказать? И нет, не болят. Единственное, что страдает, это мой комп, потому что, как ни странно, ему тяжело. Metro Exodus на высоких потянул, а Battlefield на высоких не очень. Но да ладно, не о том речь. Как по мне, картинка в игре красивая и вполне себе конкурентоспособная. В общем, все гуд. Текстурки не мыльные, все эти взрывы, искры, маленькие частицы и так далее очень даже ничего. Что ж, ну и как обычно, раз уж начали говорить о технической стороне вопроса, давайте затронем и тему звука. И здесь в целом тоже не к чему придраться. В конце концов, это AAA проект, и было бы странно, если бы здесь что-то не дотянули. Да, Battlefield 5. Все довольно атмосферно и работает на погружение. Одиночная кампания. Да, она есть в игре. И представляет она из себя, как в самой игре это называется, несколько военных историй, в каждой из которых вы будете знакомиться с новыми геймплейными элементами. Например, в самой первой кампании вам дадут поездить на танке. Ну а уже впоследствии и на самолете полетать, и на коне поскакать, и с бронепоездом пободаться, ну и так далее. Короче говоря, как и всегда в подобных проектах, компания готовит вас к мультиплееру и в принципе помогает освоиться новому игроку. Но в кампаниях есть еще и свой сюжет. Собственно, давайте же о нем и поговорим. История рассказывает нам об ужасах войны, а также о самоотверженности некоторых солдат. Но есть одно «но». Дело в том, что проходя обучение, где ты играешь то за одного солдата, то за другого, и все они неминуемо погибнут, ты как игрок настраиваешься на определенный лад. Голос за кадром тоже довольно-таки серьезный, и ты осознаешь, что солдатам здесь как бы нелегко, люди умирают в конце концов, и все это бессмысленно. Во время прохождения кампании видишь кат-сцены, в которых погибают твои товарищи, а иногда видишь страх и отчаяние на лице собственного персонажа. Но потом начинается геймплей. И что бы вы думали, танкист, который нифига не танкист, а простой шофер, которого почему-то посадили в танк, берет автомат и начинает разваливать всех направо-налево. Нормально, нормально. А еще здесь есть особо боевая бедуинка. Бедуинша? Как будет правильно сказать слово бедуин, но в женском роде? Короче, жительница пустыни. Так вот, она в одиночку зачищает несколько аванпостов, сражается с танками и уничтожает орды врагов. Как-то это выбивается из общего тона повествования, не находите? Вроде как мы показываем, что люди на войне гибнут, и что гибнут абсолютно все. Но тут появляется бравый танкист, лихой летчик и боевая тян. Хотя при этом в игре существует кампания, где мы играем за человека, облаченного в броню. При этом ему все равно приходится несладко. В общем, у повествования довольно странная атмосфера. Как бы хотели показать одно, но на деле показали очередной фильмец про супергероев. Ну ладно, меньше бомбежки, больше дела. В целом сюжет в одиночной кампании неплох. Местами он может даже тронуть. Когда и если будете подходить, сами поймете, о чем я. Ну а сейчас давайте поговорим про мультиплеер. И здесь все хорошо и плохо одновременно. Для начала вы выбираете класс, за который хотите играть. В течение боя его можно будет сменить, поэтому это не принципиально. После выбора класса вы настраиваете снаряжение, выбираете пушку, с которой хотите бегать, а также какие гранаты возьмете с собой, ну и так далее. Но здесь есть один нюанс касательно выбора оружия. Дело в том, что во многих играх вы можете ставить обвесы на свой ствол. Здесь же вы этого делать не можете. Но при этом вы можете взять оружие уже с обвесами, которые предусмотрели разработчики. Если вам что-то не нравится, вы бы хотели сделать по-другому, то вы ничего не можете сделать. Бери или проваливай, как говорится. Иногда в бою у вас появится возможность поиграть за, так сказать, особенный класс. Например, за бойца кавалерии, или летчика, или танкиста. При этом во время боя вам опять же никто не запрещает садиться в танк, даже если вы не танкист. Ну окей, хватит уже рассказывать о концепции Battlefield. В конце концов, игра уже не новая, да и большинство из вас знает, что такое Battlefield. Посему просто поделюсь общими впечатлениями. Оружие в целом ощущается, и стрельба реализована неплохо. Техника тоже сделана на уровне. Правда, самолеты здесь мне не очень нравятся. Но да ладно, это все-таки вкусовщина.
Ну и, разумеется, в игре присутствует разрушаемость. Вы можете буквально сравнять с землей какой-нибудь колхоз, что весьма недурно, добавляет реализма и помогает погрузиться в процесс. Дизайн локаций и кадр тоже стоит похвалить. Все довольно красиво и органично, но есть и свои «но». В большинстве случаев среди пехоты доминируют кемперы, и ты со своим автоматом мало что можешь противопоставить снайперам. Разумеется, вы можете сказать сейчас, ну, тоже бери снайпера и воюй, собственно, что не так-то. Но прикол в том, что кемперы иногда собираются вместе и убивают тебя практически сразу, как только ты заспавнишься. Нет, разумеется, такое происходит не всегда, да и к тому же это относительно реализм, как бы снайпер — это мощь. Просто хочу отметить, что перевес зачастую в их сторону, ну а вы воспринимаете это как хотите. Ну а теперь давайте обсудим главный вопрос, то из-за чего мы здесь в принципе собрались. Как все это играется сейчас? И почему я сказал, что здесь все и хорошо, и плохо? Хорошо, потому что игра все еще живет. Хорошо, потому что в это все еще интересно играть. Хорошо, потому что Battlefield 1 это единственный годный шутер про Первую мировую. Но плохо, потому что играется всего 1-2 конкретных режима, а во всех остальных тебе приходится ждать и ждать долго, может даже дольше, чем в принципе шла бы катка. Плохо, потому что кемперы доминируют. Плохо, потому что есть читеры. Плохо, потому что вы не можете нормально играть в пати с другом и скооперироваться. Из-за того, что все постоянно умирают. И в принципе долго прикрывать друг друга у вас не выйдет. Хотя это уже субъектив, признаю. Так, стоит ли вам играть в Battlefield 1? Тут уж решайте сами. На данный момент игра еще жива. Но, как по мне, повторяю, это только мое мнение, игра уже плавно подходит к своему закату. Нет, разумеется, БФ еще будет жить. Всегда будут преданные фанаты и найдутся любители сеттинга Первой мировой. Но сейчас, спустя уже 5 лет, хайп явно поутих, как уменьшилось и количество игроков в целом. В общем, повторюсь, решайте сами. Если хотите ворваться в первый БФ, то я вас не держу. Врывайтесь и играйте, пока еще есть с кем. Ну а на этом у меня на сегодня все. Ставьте лайк, если это видео вам понравилось, посмотрите остальные мои видеоролики, если интересно, ну и подумайте о подписке. Еще увидимся, пока. Иногда в бою у вас появится возможность поиграть за член, блять. За член экипажа танка, я хотел сказать, если что.